Всем привет! Сегодня у нас расклад для тех, кто любит думать. И сегодня не как вчера, да? Вчера я специально снимал триггерные расклады и говорил триггерами, чтобы разозлить. А, я не такой, сразу скажу. Просто мне нужно было кое-каких людей вывести на чистую воду. Поэтому сегодня я обычный, и сегодня расклад для тех, кто думать может. Вытянем по 7 карт, на каждую карту по вопросу. Попробую сделать глубокий расклад, насколько позволят карты. И, конечно же, если ты винишь весь мир в твоих проблемах, то это не для тебя расклад. Это сразу сигнификация вам. Итак, обязательно приходите в проживание арканов. Это вы все проработаете. Проживание арканов — это психологические глубокие проработки с самым лучшим психотерапевтом в мире. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Еще раз повторюсь, все карты читаем по одной, на каждую карту по вопросу. И первое, почему тебе кажется, что все от тебя уходят. И независимо там, мужики, подруги, неважно. А знаешь почему? Почему? Потому что ты вот в режиме полного отстранения сейчас. Ты на мир смотришь как на пустую чашку, как будто от тебя все уже давно ушло, а новые предложения ты даже не замечаешь. Ты с закрытыми глазами. Это твой способ защиты. Ты заранее отказываешься от возможности, чтобы не разочароваться. Но внутри ты страх прячешь. А вдруг меня снова бросят? А выгода еще одна. Ты не рискуешь, чтобы тебя не ранили. Я не рискую, и меня не смогут ранить. Но это же иллюзия. Ты крепость вокруг себя строишь из правил и контроля. Как будто ты вот строгий начальник своей жизни. Ты говоришь: я сама решаю, кого там пускать. На самом деле ты просто боишься сдаться. Твоя автоматическая реакция — это отмахиваться от людей, пока они тебя не предали. Ты шанса не даешь ни им, ни себе. И твой внутренний конфликт в том, что ты хочешь, жаждешь близости, но твои же установки, что доверять это опасно, они душат тебя. А корень в прошлом. Ты так сильно боли боялась, что теперь ты сама создаешь ситуации, где вот тебя бросают. Это же безопаснее, чем рискнуть, правда? Это сарказм, если что. Ты знаешь, ты должна перестать ждать удара и начать дверь открывать, даже если ручки дрожат. Какой внутренний паттерн притягивает к тебе такие ситуации? А у тебя, знаешь, игра. Ты играешь в игру «я все знаю наперед». У меня хорошая интуиция, и я всех чувствую, что вот они меня предадут. Как только кто-то появляется, ты начинаешь сканировать его на предмет угроз, как будто ты вот супердетектив, агент 007 с этим, с лупой, ну, с увеличительным стеклом. Ты ищешь малейший намек на то, что тебя предадут, и ты находишь. Но это не интуиция, это самообман. Твой паттерн — это обостренная реакция на боль. Ты как будто, знаешь, заранее втыкаешь в себя нож, чтобы потом сказать: вот смотри, я права была.
И ты можешь избежать неожиданностей. Тебе не будет страшно, потому что ты все предвидела. Но это же не защита, это ловушка. Ты сама провоцируешь людей уходить, потому что ты ведешь себя как обвинитель, а не как друг. Твоя реакция автоматическая. Это холодная аналитика, но никак не искренность. Ты не даешь отношениям, дружеским, любовным, неважно, шанса не даешь развиться, потому что держишь всех на расстоянии меча. И внутренний конфликт какой? Ты хочешь любви, но твой мозг кричит, что все враги. Везде враги, я одна золушка посреди поля. Корень в том, что ты не научилась отличать прошлое от настоящего. Ты должна перестать проецировать старые раны на новых людей. Это же не они, это ты их такими видишь. Все одинаковы, как тот, который предал. Чего ты не видишь в своих отношениях с людьми? Ну, знаешь, ты на мир смотришь через окно разбитое бедности. И не бедности в плане денег. Ты уверена, что тебе не хватает чего-то для счастья. Красоты, ума, денег, неважно. И вот это чувство пустоты ты несешь в отношения. Люди к тебе тянутся, но ты не видишь их поддержки, потому что ты зациклена на своих недостатках. Понимаешь, ты как этот путешественник замерзший. Стоишь и не замечаешь то, что тебе двери-то открываются, где тепло. Ты не видишь, что твоя вера там в то, что я все потеряла, она делает тебя слепой. Ты так боишься быть брошенной, что ты сама даешь людям повод уйти. И выгода? Ты жалеешь себя и говоришь, я же говорила, что меня бросят. Но это ложь. Ложь, причем самой себе. Ты не видишь, как твое поведение, оно отравляет связь. Ты не замечаешь, что люди готовы быть рядом. Если ты, конечно, перестанешь играть вот эту роль жертвы. Конфликт внутренний. Ты хочешь тепла, но ты сама надеваешь колючую проволоку вместо сердца. И сердце у тебя стальное. И корень во всем этом – это отказ видеть ресурсы, которые тебе дают. Ты должна перестать считать себя нищей и начать ценить то, что есть. Вот это главный урок. Как прошлое влияет на то, что тебя бросает. Но знаешь, вот твое прошлое – это как рюкзак. Ну, как тень, давай говорить, которая всегда с тобой. И ты вот несешь вот эту тень, как будто она только вчера как будто у тебя произошла. Вот эта боль. На любые намеки ты реагируешь, как на вот эту рану, и бежишь быстрее ветра потом, чтобы вот это все снова не пережить. Ты секундочки даже себе не даешь подумать. Типа вот, а вдруг сейчас все будет по-другому? Ты так не думаешь? Ты предпочитаешь сразу же умереть, то есть дверь закрыть, прежде чем кто-то зайдет. Еще твоя выгода, ты не рискуешь, ты не чувствуешь, ты не живешь, это твоя выгода. Но это же не жизнь. Твоя реакция автоматическая – это убежать. Даже если тебя, как говорится, никто не гонит и никто за тобой не гонится. Ты не видишь, что люди, которые рядом, они не похожи на тех, кто тебя ранил. Просто не видишь, для тебя все одинаковые козлы. Ты прошлое свое проецируешь на настоящее. А корень в твоем страхе повторить боль. Тут один выход, ты должна перестать бежать. Начать время давать себе. Новая боль, она не страшнее старой, и ты это прекрасно знаешь. И ты знаешь, что ты выживешь.
Что изменить нужно в себе, чтобы люди рядом оставались? Ну, знаешь, ты должна перестать видеть, как сказать, ты себя видишь вот в роли жертвы. Я нищая, я жалкая. Вот нужно перестать это делать. Ты эту маску жертвы одела, как будто вот больше ничего другого нечего одеть. У тебя в голове «я недостойна любви», а люди-то это чувствуют и уходят. Тебе фокус нужно изменить. Смотри на то, что у тебя есть, а не на то, чего у тебя нет. Вот ты добрая, ты сильная, вот это и показывай. Твоя вера в этот конец — это вот самоубийство отношений. Любых, любовных, дружеских, неважно. А ты заранее их хоронишь, даже не начав. Вот перестань себе говорить, что вот все пропало, мы все умрем. И начни говорить, что «а я попробую». Не получится, зато опыт. Ты вообще не видишь, что у тебя есть сила подниматься после падений твоих. Вот ты должна перестать ждать вот этого спасения и начать спасать себя сама. Люди останутся, если ты им дашь понять, что ты не груз, а то, что ты опора. А ты же что делаешь? Свою слабость показываешь, а не свою ценность. Так вот, надо свою ценность показывать. Какая твоя сила поможет тебе строить крепкие связи? Ну, знаешь, по картам это умение переживать конец. Это твоя сила. Ты знаешь, как падать, ты знаешь, как вставать, ты знаешь, как снова идти. Боли ты не боишься, потому что ты ее уже прошла. Прошлое отпустить ты можешь, даже если оно прям пипец каким ужасным было. Эта сила, она поможет тебе. Заверши токсичные отношения, там, не задерживайся в них со словами «а вдруг?». Ничего не «а вдруг?». Ты можешь быстро вперед двигаться, когда ты видишь, что что-то не работает. Ты выживать умеешь. Это твоя вот суперспособность супермена. Понимаешь? Начни использовать ее не для бегства, а для строительства. Отпусти обиды, прости людей, начни новые вот эти взаимосвязи. Ты не должна бояться своей силы. Ты воин, а не жертва. Понимаешь? Что ждет тебя, если ты начнешь менять подход? Ну, знаешь, ты вперед полетишь, как стрела. Карта скорости. Ты просто увидишь, как меняются твои связи вот с людьми. Перестанешь бояться, что тебя бросит кто-то, потому что ты сама будешь выбирать. Ты начнешь видеть возможности в людях, а не угрозы, и почувствуешь, как твое сердце, оно открывается. И ты больше не будешь стоять на морозе с дверьми вот этими. Людей начнешь привлекать, которые ценить будут твое доверие. Перестанешь быть вот жертвой прошлого. Ты сейчас жертва прошлого. И ты просто поймешь, что ты сильнее, чем ты думала. Будешь строить отношения, а не разрушать их подсознательно. Но это придется работать, конечно. И это будет, знаешь, вот лучший труд в твоей жизни. Ты заслуживаешь крепких связей, и ты их, конечно же, получишь. Только нужно взяться за голову. Давайте перейдем ко второму варианту. У двоечек вообще стена из самодостаточности. Ай, почему тебе кажется, что все уходят? Потому что стена самодостаточности. Ты просто миру показываешь, что у тебя все есть, тебе ничего не нужно. Деньги есть, стабильность есть, независимость есть, мужики, подруги мне не нужны.
И внутри ты держишься за вот этот контроль. Ты в золотой клетке. Ты настолько привыкла к этой безопасности, что любое приближение человека кажется тебе угрозой твоему порядку. А у тебя все выстроено, у тебя даже тарелки в алфавитном порядке. Ты неосознанно транслируешь в мир сигнал людям, да? Я не нуждаюсь. И люди ловят его. А выгода твоя в том, что тебе не страшно. Ты сама отталкиваешь, как сказать, до того, как тебя могут бросить. Но это не защищает тебя, это тебя обманывает. Ты говоришь себе, вот они все уходят. На самом деле это ты их пинком под мягкое место выгоняешь из своей крепости. Ну смотри, что происходит. Ты ждешь, что тебя оставят, поэтому ты зажимаешься эмоционально. Людям шанса ближе подойти не даешь. Никаких совместных планов, никаких просьб о помощи, ничего. Ты играешь в это «мне все равно», хотя внутри ты от одиночества умираешь. А в этом и корень. Ты боишься, что твою уязвимость используют как в прошлом. И твоя установка «я должна быть сильной», она превратилась в эту «я не должна быть нужной». А это ж тупик. Ты не даешь отношениям места в твоей идеальной картинке. Твои границы — это не защита, нет. Это изоляция. Ты никого в свой мир не пускаешь, а потом удивляешься, почему я одна. В прошлом ты просто усвоила, что вот доверие — это риск. И сейчас на каждое движение в твою сторону смотришь как на угрозу. Тут не ждать нужно, пока люди перестанут уходить, а начать пускать их в свой, вот этот, как сказать, в свое кольцо. Страшненько, да, неудобно, да, но это единственный выход. И тут только рисковать. Какой паттерн притягивает такие ситуации? Ну, знаешь, ты по кругу ходишь. Ты за все цепляешься, что у тебя есть, но одновременно ты боишься, что это тебя ограничит. Каждую мелочушечку ты контролируешь. Эмоции контролируешь, слова контролируешь, даже мысли свои контролируешь. Это как, знаешь, вот монетки в кулаке держишь и боишься пальца разжать. И паттерн тут — это «я не дам», «я жопа». Ну, жопа ты не говоришь, конечно, про себя, но вообще «я не дам». То есть ты не даешь людям приблизиться, ты не даешь им помогать, ты не даешь им шанс там показать себя. Ты думаешь, что ты так защищаешься, но это же как ловушка работает. Еще выгода — ты не рискуешь, ты не проходишь через боль, но и ты радости не получаешь. И автоматически ты закрываешься, когда кто-то пытается прорвать вот этот твой забор, твой барьер. И ты делаешь это холодно и резко, а люди чувствуют вот этот ледяной ветер от тебя и уходят. Твоя установка такая: «Я не могу позволить дать тебе слабину». Это твой якорь. Вот конфликт внутренний. Ты близости хочешь, но ты боишься, что тебя заставят платить за это цену. В прошлом тебе использовали твое доверие против тебя. Теперь ты строишь крепость, забор. У тебя сначала забор, потом бетонный забор, потом кирпичный забор и крепость. Вот эти твои границы — это не про уважение, это про страх. Ты не пускаешь, но не потому, что тебе так комфортнее, а потому, что ты уверена, люди будут брать и ничего взамен не давать. Корень в том, что ты не веришь в возможность даже баланса. Ты привыкла дергать за ниточки, чтобы тебя, как говорится, не поймали. И твой путь тут — перестать контролировать, начать отпускать. А как ты хотел по-другому? Никак. Чего ты сама не видишь в своих отношениях с людьми? Ну, знаешь,
Ты не видишь, как ты их режешь, потому что ты умная. Вот что ни говори, ты умная, ты логичная. Но твой, но твой вот этот ум острый, он превращается в лезвие. Ты с людьми разговариваешь как с врагами, как с этими, с оппонентами. Ты анализируешь, оцениваешь, но ты не чувствуешь. И ты даже не видишь, что твоя вот эта холодность снежной королевы, она ранит. И ты думаешь, я просто справедливая. Но люди-то в общении с тобой чувствуют себя как в суде. Ты ищешь недостатки в других, чтобы оправдать свой выбор вот этой дистанции держаться. И мотивация твоя скрытая — я лучше их всех. И ты ставишь себя выше, чтобы не показывать, что на самом деле ты просто боишься их суда. Твоя реакция сразу напасть первой. Как говорится, напади первый, чтобы на тебя не напали. Правду в лицо говоришь, но ты не задумываешься, как это звучит. Ты не видишь, что люди не хотят быть твоей реальности, понимаешь? Они тепла хотят, не анализа, тепла простого. А у тебя установка «я должна быть правдивой». Она у тебя превратилась в «я должна быть жестокой». Это не твоя вина, конечно. Ты просто повторяешь то, что видела в прошлом. Ты росла, где эмоции подавлялись, а слова имели вес. И просто ты не привыкла к мягкости. Ты не видишь, что в отношениях тебе нужно не только доминировать, но и уступать. Ты не видишь, что твое поведение — это копия твоего прошлого опыта. Тебе кажется, что ты защищаешься. Нет, ты просто не даешь шанса другим. А корень этого всего — это твое неверие в то, что ты можешь быть одновременно и сильной, и уязвимой. Как прошлое влияет на то, что тебя бросает? Ну, знаешь, у тебя рост был, ну, ты росла вот в мире жестких правил. Там, где за ошибки наказывали, а не учили. Ошибку допустила — вставай в угол на горох. И ты усвоила. Быть слабой — это путь к боли. Вот твой прошлый опыт — это школа авторитетов. Ты видела, как власть, как контроль правят миром. Возможно, или мама была тиран, или папа был тиран. И теперь ты подсознательно ищешь в людях тех, кто будет тебя, как говорится, бросать. И повторяешь сценарий. Ты вступаешь в отношения с позиции ребенка, который ждет, что его накажут. Ты не даешь себе права быть равной. Ты либо подчиняешься, либо бунтуешь. Третьего не дано. И не видишь, что люди не хотят быть твоими судьями. Они хотят быть партнерами одинаковыми, понимаешь? А у тебя установка же «я должна быть идеальной». Это твой, этот теоремный кодекс. Ошибаться ты себе не позволяешь. А потом злишься, когда другие не соответствуют твоим ожиданиям. Твое прошлое диктует тебе правила, не ты. Ты людям не даешь шанса показать себя по-другому как-то, иначе. Сразу видишь в каждом критику, в каждом слове приговор видишь. И ты сама привлекаешь тех, кто подтвердит вот это твое убеждение. Ты бежишь от того, что напоминает тебе прошлое, но сама же и воссоздаешь этот сценарий. Корень в том, что ты не пересмотрела, чему тебя научили. Ты все еще боишься наказания, и ты должна понять, что твое прошлое — это же не твое настоящее. Прошлое в прошлом, оно прошло, все, уроки взяла, идешь дальше. Что в себе нужно изменить, чтобы люди рядом оставались? Мягкости научиться, как по-другому тебе трактовать это. Твоя сила — это кулак. Ты умеешь давить, ты умеешь контролировать, но это с людьми не работает. Ты должна перестать требовать. Ты должна перейти от вот этого управления к принятию.
А ты ж боишься, что мягкость — это слабость. Но это же не так. Настоящая сила — это позволит тебе быть живой. Ты должна перестать видеть в людях угрозу, ты должна перестать их испытывать и воспитывать. А ты шанс не даешь. Ты не даешь шанса, что вот они тоже могут быть рядом. Стену строишь, а потом жалуешься, что ты одинока. И вот твоя задача — изменить способ общения. Перестать говорить там «я права», «я там это только», «я...» Как этот, забыл сказать. Как первое правило «я права», второе правило «если я не права, читай первое правило». Вот это ты. Нужно начать говорить «я тебя слышу». Ты должна научиться доверять не только логике, ты должна дать себе разрешение ошибаться. Ты не видишь, что твое поведение — это попытка все контролировать, включая и чувства. А чувства не подвластны контролю. И ты боишься, что контроль отпустишь, то все рухнет. Вот сломать вот этот паттерн нужно. Начать с малого, там, позволить себе попросить о помощи. Позволить себе там показать, что ты не все знаешь. А у тебя в голове «я все знаю, я права». Вот и открой ворота в свою крепость. Сопротивляться будешь, конечно же, но это нормально, но это единственный путь. Нужно научиться тебе быть не железной, а человечной, понимаешь? Какая твоя сила поможет строить крепкие связи? Ну, тут решительность по картам. Ты умеешь действовать быстро и прямо, ты не боишься сказать, что ты думаешь. Но ты должна использовать это не для защиты, понимаешь? Ты должна использовать это для построения. Ты можешь быть честным без жестокости, а у тебя честность равно жестокость. Прямой ты можешь быть без уколов вот этих твоих. Твоя вот эта способность видеть суть, она поможет тебе не играть в игры. Ты можешь сразу сказать, что тебе нужно. Можешь сразу ставить границы. Ты не должна тратить время на маски. Твоя сила — это твоя ясность. Ты людей можешь привлекать, которые ценят правду, но для этого ты должна перестать использовать правду как оружие. Перестань видеть в каждом слове битву. Ты же можешь мосты строить, а не рушить их. Не нужно бояться, что там твоя прямая речь отпугнет. Ты привлечешь тех, кто готов к настоящему. И твоя задача — это не сражение, это честность, без жестокости. Понимаешь? А у тебя же как? Вся твоя речь с язвительностью. Вот убери из своих мыслей вот эту язвительность и холодный расчет. Ты же можешь быть одновременно и сильный, и теплый. Понимаешь? Сила твоя — это способность резать правду. Но это должна быть не резня, а хирургия. Ты же можешь жизни людей менять. Что ждет тебя, если ты начнешь менять подход к отношениям? Ты получишь все, что хочешь, тут даже трактовать не нужно. Ты обретешь настоящую близость с людьми. Ты будешь чувствовать, что тебя принимают, а не терпят, как сейчас. Перестанешь бояться, что тебя там подставят, оставят. Ты просто увидишь, что люди готовы быть рядом с тобой, если ты только шанс им дашь. И ждать подвох перестанешь. Ты начнешь видеть, что отношения, они требуют не жертву от тебя, понимаешь, а просто вот человечность. Можно быть собой и не быть отвергнутым. Контроль отпустишь. Давайте перейдем к третьему варианту.
троечки у нас идеальны. Но это сарказм, конечно. Троечки, почему тебе кажется, что все от тебя уходят? А потому что ты зациклена, чтобы идеально быть. Все время лепишь себя, вот как этот, который скульптор. Оттачиваешь навыки, внешность, губы, поведение. Думаешь такая: если я буду идеальной, меня не бросят. Но за всем вот этим ты забыла одно. Люди же не машины. Они не уходят от тебя, они уходят от твоей маски. Ты вот так увлеклась вот этим самоконтролем, что ты превратила отношения в монолог. Ждешь, когда оценят твои старания, но вместо этого ты получаешь холод, потому что страх внутри сидит, а вдруг узнают настоящую, не идеальную меня. А выгода проста. Зато ты можешь обвинять других там, в предательстве, не признавая себе, что ты сама стены строишь. Ты на автомате отключаешь эмоции, чтобы не рискнуть быть отвергнутой. И какой конфликт? Хочу, чтобы меня любили, но я боюсь, что полюбят не ту. Установка такая: я должна быть идеальной, безупречной, и там все такое. И это тюрьма. Ты терпишь, когда тебя используют, потому что ты себя чешешь, зато я совершенна. Почему? Потому что в детстве тебе внушили, что любовь нужно заслужить. И теперь носишь ты этот груз, как вот этот рюкзак с камнями. А корень — это самооценка, привязанная к чужим оценкам. То есть линия действия одна. Тебе нужно позволить себе быть живой. С трещинами, с истериками, с провалами, со смешными провалами. Вспомнить то, что ты тоже пукаешь, грубо говоря. Какой паттерн притягивает такие ситуации? Ну, знаешь, ты по кругу бегаешь. Ты веришь в сказки. Вот встречаешь человека и сразу включаешь режим: это мой принц на белом коне, это мой пламенный близнецок. Ты не видишь реальных людей, ты видишь образ. И вот этот паттерн — это как розовая дымка. Ты в нее окунаешься, чтобы не замечать, что тебя, например, там не слушают. Ты, как сказать, вот подаешь им чашку с чаем, они берут и бьют эту чашку. Но для тебя это не важно, потому что ты уже в грандиозном сценарии. Зачем тебе это нужно? Чтобы не сталкиваться с реальностью. Потому что если ты признаешь, что люди не идеальны, придется принимать их, а это страшно. И срабатывает, что ты идеализируешь, потом разочаровываешься, потом обвиняешь их в предательстве. И внутри тебя разрывается: хочу любви и не верю в любовь. Вот эти два. Я не могу никому доверять, мир опасен. И вот это все рулит балом. Границы ты вообще их путаешь. Ты пускаешь в свою жизнь кого попало, то выгоняешь всех за дверь. И вот просто вот выросла в мире, где все было ярко снаружи и пусто внутри. И теперь ты повторяешь. Надо быть на позитиве. А корень — это твоя фантазийная реальность, эфемерная реальность. Нужно учиться видеть человека, а не сказку. А у тебя уже познакомилась с мудаком, да, он уже мой пламенный близнецок, через месяц он тебя бросает. Чего ты не видишь в твоих отношениях с людьми? Ты не видишь их эмоций. Вот ты как ребенок. Свои игрушки приносишь, но ты не замечаешь, что другие играют там с другими игрушками. То есть ты ждешь, что тебе подарят такой волшебный мир, а сама остаешься наблюдателем. Ты не видишь, что за наивностью скрывается страх. Ты боишься взрослых чувств, поэтому ты остаешься в инфантильной роли. И это как щит работает.
Если ты не вступаешь в игру, то никто не сможет тебя задеть, правда же? Ты обвиняешь других в черствости, но сама ты прячешься за фразы там не понимаю, что ты чувствуешь». Ты подстраиваешься под собеседника, а не говоришь, что ты хочешь. И конфликт тут внутренний. Хочу быть близкой, но хочу оставаться свободной. Я должна быть хорошей для всех, и это убивает твое «я». Ты терпишь, когда тебя не слышат, потому что тебе удобно быть в роли жертвы. Потому что с детства учили, что чувство — это опасно, и теперь плаваешь на поверхности, как Milky Way. И корень всего этого — страх глубокой привязанности. Как твое прошлое влияет на то, что тебя бросают? Ну, знаешь, ты в детстве получил такую установку, что успех — это деньги. Ты научилась быть сильной, но ты не научилась быть близкой. В прошлом тебя хвалили за успехи, но не замечали твоих слез. А теперь в итоге ты носишь этот панцирь. В отношениях ты себя как хозяйка ведешь, а не как равноценный партнер. Ты даешь деньги, но ты не даешь тепла. То есть ты королева, но ты забываешь, что твоя крепость — это не дом. И твой внутренний паттерн — это диктатура. Я буду делать все, и ты не уйдешь. Вот это твое, как говорится, кредо на вечные века. Но ты не видишь, что люди-то не стены, их нельзя построить, их можно только вырастить. В итоге ты остаешься вот в этой мнимой безопасности. Все контролируешь, чтобы не рискнуть быть снова там брошенной. Или любовь покупать ты любишь. Подругам подарки, услуги, помощь там и все. И вот у тебя в итоге я хочу быть любимой, я куплю тебе твою любовь. Вернее, себе твою любовь. В итоге ты терпишь, когда тебя не ценят, потому что на компромисс идешь. Я буду сильная, а вы будьте рядом. Корень в том, что в детстве тебя научили, что любовь — это сделка. Ты даешь игрушку, тебе дают дружбу. И ты не понимаешь, что близость там дружеская, любая — это же не деньги. Что тебе изменить себе нужно, чтобы люди рядом оставались? Научиться принимать людей. Ты же сейчас как ребенок, который ждет, что подарочек развернется сам. Хочешь, чтобы чувства приходили к тебе там уже готовыми, но взамен ты не готова давать в ответ их. Ты смотришь на мир через розовые очки, а потом ты злишься, что мир не идеальный. И первое, что нужно изменить, это твое ожидание от людей. Люди не роботы. Ты не можешь требовать, чтобы они соответствовали твоим фантазиям, твоим нарисованным эфемерным образом этих людей. Это позиция вечной жертвы. Если я не буду требовать, меня не обидят. Но это ложь. И что ты делаешь? Ты обижаешься заранее. Ты автоматически отстраняешься, как только чувствуешь, что человек не идеален или там не соответствует твоему вот этому эфемерному образу. Я хочу быть настоящей, но я боюсь, ты узнаешь, где мое «я». Я хочу быть настоящей, но я боюсь, что меня разлюбят. Я должна быть идеальной, чтобы меня не бросили. В итоге у тебя ты даже сама не знаешь, где ты, а где не ты. Где ты, а где маска. И в итоге что получается? Ты или сливаешься с людьми, или их отталкиваешь. И все, у тебя нет нормальной дороги в отношениях. В итоге тебя любили только за то, что ты соответствовала ожиданиям этих людей.
И ты соответствуешь. Только не уходите, пожалуйста. Знаешь, какой корень в этом всем? Страх быть собой. Настоящий. Понимаешь? Какая твоя сила поможет строить крепкие связи? Ну, знаешь, это выбор. Ты можешь вот видеть, что в людях есть и свет, и какашки. Ты находить баланс между противоположностями умеешь, в тебе есть вот эта способность соединять, а не разрушать. Это значит, что ты можешь принимать людей, а не убегать от них. Но ты же привыкла считать, что гармония — это когда все идеально, но это же не так. В итоге ты избегаешь конфликтов автоматически, чтобы сохранить, как будто все мирно, дружно, вот эта иллюзия эфемерная. Но настоящая близость — это когда ты можешь говорить «нет» и не бояться потерять ничего. А ты же что делаешь? Разрываешься между вот этим «я хочу быть любимой» и «боюсь, что меня не поймут». «Я должна быть удобной» — это твой тормоз. Ты терпишь, когда твои чувства игнорируют, потому что тебе страшно зубки свои показать. Потому что выросла, где нужно было выбирать, кого ты любишь, маму или папу. И теперь ты боишься, что выбор, он тебя разрушит. Что ждет тебя, если ты начнешь менять подход к отношениям? Стабильность получишь. Вот стабильность и все. Ты перестанешь метаться между собой и ими. Начнешь строить, а не лепить из вот этого конфетку. Это будет не быстро, как ты думаешь. Но постепенно ты поймешь, что люди — это не враги. Они приходят в твою жизнь не для того, чтобы тебя бросить, а чтобы рядом идти. Ты можешь жаловаться, что тебе там не везет, а на самом деле ты просто не даешь отношениям дружеским, любовным, неважно, шанса не даешь. У тебя автоматический сценарий — это бегство. Ты готова уйти первой, чтобы не быть последней. Но если ты остановишься и ты увидишь, что мир не рушится, ты опупеешь. В итоге терпишь одиночество, потому что боишься, что близость отнимет твою свободу. Но это же не так. Это не так. У тебя не получится сделать все предсказуемо. Понимаешь? Ну, корень, конечно же, в страхе перед неизвестностью. Тут даже говорить не нужно. Просто разреши себе быть не идеальной. Вот такие у нас сегодня расклады. Я сам не понял его. Сам не понял, чего наговорил. Все. Я чего-то устал. Всем доброй ночи.